завод, там было как знак на рекламном щите. Храм Христа Спасителя. Что-то написано по-русски. Ну вот мы приехали, сейчас будем брать автобус до аэропорта, до нужного терминала. А это мы познакомились с мужчиной, он меня провожает. Показывает дорогу, как нам добраться. Все, я иду сейчас на контроль, будут проверять. Что-то я замерзла, видимо, потому что не спала. Так, ну все, я как бы в аэропорту зашла внутрь уже. Как бы уже начнется регистрация через полчаса, так что я сейчас пока попью кофе и посижу. Ну, я взяла себе пирожок, взяла себе кофе. Регистрация начнется через полчаса, так что я жду. Сейчас пока периодически разговариваю с мамой, с Дэней, и как бы со всеми, с кем можно поговорить, я со всеми разговариваю перед полетом. Вот, ну все, пока жду. Все, попила кофе, съела пирожок, и сейчас буду здесь, хожу еще посмотрю, что здесь есть. Так, ну все, я прошла контроль, 2 раза снимала тапки, 2 раза снимала, все снимала, и как бы вот уже вошла, сейчас уже здесь duty free. Все, я прошла контроль уже, как бы повторный, то, что я уже сказала. И сейчас сижу, жду. Сейчас уже где-то времени 1:25 ночи. Самолет в 3:30. Вот. Значит, как получилось, значит, как мы разобрались, значит, Мухаммед забрал детей, подъехал, потом Мухаммед забрал детей, и потом мы с Дэней пошли к маме и попрощались с мамой. И потом Дэнни меня проводил до автобуса. Когда мы приехали на автобус, автобус уже ушел. То есть мы подъезжали, и автобус как раз в это время уходил. Вот. Поставила телефон на зарядку, потому что телефон разрядился. Вот, осталось там где-то порядка, наверное, 20%. Вот. Ну, как-то так. Сейчас сижу, спать жутко охота. То есть самолет в 3:30 отлетает, и потом приземляется в 7:30, и потом 3 часа нужно находиться там. 3 часа, то есть в 10:30 он вылетает из Рима до Москвы, до Шереметьево. Такая вот ситуация, такая вот информация. Ну и в Москве меня там будут встречать. Дэнни, я тебе хотела показать, где там самолеты. Ну, там вот самолеты на той стороне. Там вот. Там стоит самолет, оттуда отсюда не видно, и там стоит. Ну, hello, people start to go. Gate number 3. Все уже иду по коридору. Не все так просто. Я думала, мы сразу зайдем в этот рукав. Вот рукав. Так, ну, в общем, мы в самолет сели, уже собрались. Вот, тут все уже начали говорить по-итальянски. Так что мы сейчас будем уже вылетать.
кстати, достаточно маленький. С каждой стороны по 3 места. Пока у нас мужчины никого нет. Дали покушать. Что дали? Дали вот такие булки. Не знаю, это, наверное, итальянские булочки. И вот такие булочки. Салфетки дали сухие. Вот такие влажные салфетки. Я взяла попить воды. Rimanendo seduti fino all'arrivo del personale preposto. Vi ringraziamo per aver scelto di volare con Alitalia, ci auguriamo di ospitarvi presto a bordo dei nostri aerei. Arrivederci. Нас с самолета привезли сюда. Уже написано «Добро пожаловать в Рим». Сейчас на турист. Кстати, очень странная вещь, что никто не хочет говорить по-английски, все говорят по-итальянски. Очень странно. Мне нужно найти, как сказать, трансфер вот этот. Кстати, здесь очень много хороших магазинчиков. Здесь можно пройтись и что-то посмотреть. И присутствуют, конечно, самые известные итальянские бренды. Вот такое мороженое есть. Одежда. Здесь не продается, можно купить пиццу, стоит 5,50, 5 евро. Различные напитки. Вот сейчас буду брать кофе и что-то перекусить. Кстати, что хотела сказать, итальянцы очень веселые. Вот между собой очень весело общаются. Вот такое кофе. Это такое капучино делают. Разница ощущается. И взяла еще круассан. Булочки у них очень неплохие, потому что я когда летела, там как раз нам выдавали, вы видели, булочки. Вот. Но я съела одну булочку. Сейчас тоже попробую, скушаю. Очень удивительно, что мне сюда по телефону дозвонился водитель Малика Ильи. И он, не знаю, как он сюда прозвонил, потому что я сейчас в Риме нахожусь. Увидела первый раз за долгие годы, за 11 лет евреев. Потому что в Египте их нету, а, кстати, здесь они присутствуют даже в очень большом количестве. Что у меня такая возможность, как бы там ни было, что бы дальше ни было, я очень рада, что у меня такая возможность появилась именно прилететь в Москву и вообще как бы отъехать. Такой как бы повод не очень хороший, но я все равно очень рада. Вот, а за моей спиной вот магазин Армани, конечно же, потому что вот такой магазин есть, Дизель, различные Пандора, то есть различные все бренды, соответственно, представлены. Воздух просто очень свежий воздух. Давно уже такого не чувствовала. Кстати, руки не успела помыть. Тут салфетку. Всю дорогу ехала, думала, что у меня нет салфетки, что когда дадут покушать, будет салфетка, а вот она салфетка. Кстати, это только у меня. На других сиденьях нет салфетки. Видео было. Интернета у меня нету. Вот со мной рядом молодой человек сидит, он со мной поделился своим WhatsApp, получилось отправить маме сообщение.
сейчас будем уже отправляться. Залет был очень